Привет, вы на канале Около Канады. Меня зовут Ирина Пашинская. В этом видео я вам покажу, как я выезжаю из помещения, которого я арендовала 6 месяцев назад, и 6 месяцев вела свой бизнес, который прогорел. Обо всем расскажу в этом видео. Какие сложности у нас приключились с документами, о том, что мы уже вообще думаем, что деваться некуда, и нам просто придется отсюда из Канады уехать. Ситуация не очень, но, в общем, погнали, расскажу все. Моя красотка, моя маленькая комнатка с моей замечательной студией. И она, к сожалению, закрывается. Ну, а я в такой грусти. В общем, делюсь с вами последними событиями своей жизни. Ну все, ребятки, почти все собрала. Грустновато, конечно, и очень. Комната почти пустая, ламинат мне сказали не снимать, так как он будет нужен, и хорошо. Я поплакала уже немножко. Вообще чувствую, какие-то грядут перемены. Не знаю, какие, но будут хорошие перемены, мне так кажется. Но, во всяком случае, это уже огромная перемена, потому что я провела здесь 6 месяцев, я люблю это место. Даже несмотря на маленькое, это все равно было мое местечко в Канаде, в Калгари, которое я создавала сама. И чувствую я, что это было не зря, даже несмотря на то, что все не пошло так, как я хотела. Но это действие, открытие этой студии дало мне большой толчок. Я многому научилась, так как в студии я работала раньше не очень часто, я больше с натуральным светом работала. И поэтому я чувствую себя сейчас намного увереннее и могу в любую студию прийти с любым светом и работать. Я вам хотела вообще сказать, что ничего не стоит бояться, ребятки. Если вы чего-то хотите попробовать, хотите что-то открыть, что-то новое, неизведанное, что-то, что еще не было в вашем опыте, не бойтесь, сделайте этот шаг. Как бы там ни было, хуже не будет. То есть я вчера видела я такую вчера картинку видела, там есть два варианта. Ты пойдешь или ты не пойдешь. В случае, если ты пошел, то у тебя есть два варианта, либо получится, либо нет. А в случае, если ты не пошел, то у тебя есть один вариант, у тебя ничего не получится. Поэтому как бы там ни было, лучше рискнуть и попробовать. А уж там судьба, мир, жизнь, да и просто собственные возможности покажет, хорошо это было для тебя или нет. Вот. Поэтому, ребятки, не бойтесь ничего. У нас одна жизнь. Мы ее проживаем вот так, как мы решаем сами, как бы там ни было. И просто идите туда, мне кажется, где вам страшно. Сделав этот шаг, вы станете намного сильнее и обретете уверенность в себе, даже в случае, если вы проиграете, как в моем. Хотя я не считаю, что это проигрыш. На самом деле нет, вообще нет. Это больше опыт. Опыт на будущее. Да и просто я осознала то, что в моей жизни я часто действую незапланированно, неосознанно, что является большой ошибкой в каких-то таких делах, которые касаются денег и бизнеса. Здесь не должно быть таких промашек. В своей интуиции можно жить вот в каких-то таких более там семейных делах, да, в каких-то эзотерических, но точно не в бизнесе. Здесь нужен четкий расчет. Вот такие дела, ребятки. Смотрю на этот прекраснейший вид. Не могу оторвать глаз. Я очень люблю этот вид за окном. Я на небо всегда смотрю, на город, восхищаюсь, радуюсь, вот когда сюда приезжаю. И, можно так сказать, прощаюсь, потому что, закончилось это время в этом кабинете. Такие дела. Такой вот грустный кусочек видео. Ребятки, машина полностью забита. Посмотрите, там и сзади весь багажник. Все в декорациях, в том, что я использовала, последние полгода, даже больше. Все закинула сюда. И все везу. Часть я сдам в Goodwill, в какой-то из таких вот секонд-хендов. Часть буду думать, куда засовывать. Мне знакомый предлагал положить, если нужно у него. Там есть такое помещение для хранения. У нас его нет, к сожалению. В Польше, где мы жили, там всегда были помещения для хранения вещей. То есть у тебя отдельно камора вот такая, она у нас была огромная. На одной квартире она больше была, чем наша комната, где мы спали. То есть там мы весь мусор. Мы когда оттуда выезжали, мы оттуда дня 2 вытаскивали все это. С одной стороны плюс, с другой стороны минус, потому что мы захламливаемся, как свиньи. Вот. Но здесь, правда, негде ничего хранить. И колеса негде хранить, и вообще просто места очень мало, шкафы маленькие, то есть мало что помещается. Поэтому, ребятки, я буду думать, куда это все высунуть. Короче, погнали. Относительно документов, ребятки, что я могу сказать? У нас
Work permit заканчивается, паспорта у нас заканчиваются, и мы просто не понимаем, что нам делать, не понимаем, как дальше поступать, потому что, ну, никаких вариантов легализации для нас особо нет. Мы просто смотрим реально на вещи и понимаем, что, ну, я вообще человек, который вел бизнес все эти 3 года, никто мне не даст поэтому никаких документов, в Канаде так не принято. Мой муж работал на нескольких работах, программы просто менялись. Вот он проработал год, мы уже были готовы подавать, программа просто взяла и поменялась. Еще полгода работал на крышах. Пока он там работал, там тоже все поменялось. Короче, это какой-то ужас, честно говоря. Уже такое рождается, знаете, бессилие, какой-то гнев, раздражение, чувство усталости, непонимание, что происходит, что это никогда не закончится. Какие-то круги невозврата просто. Просто за мной шел бомж, и я решила все таки убедиться, что все хорошо, всё нормально, живем. Вот, и мы так устали от этого всего, что уже такое, знаете, депрессивное состояние, апатия. Вот немножечко, хоть солнышко вышло, потеплело у нас, видите, я уже хотя бы не закутанная хожу, становится легче. Но все равно вот эти проблемы с документами, они так сложно решаемы, что мы прям, ну, просто не знаем, что делать дальше. Мы любим Канаду, я люблю природу, привыкла уже к этой жизни. Я представила, что я отсюда уезжаю, у меня прям слезы накатились, честно говоря. И я, ну, расстроилась, вот, и как бы 3 года жизни, это же не просто вот так вот взять, оставить все и уехать. Ты здесь жил, мой ребенок провел здесь большую часть жизни. Он приехал сюда, когда ему было 7 месяцев. Ну, то есть прям обидно. Вы знаете, обидно, если нам придется уехать, это будет очень-очень обидно. Хоть и я понимаю, что в Канаде очень много минусов, которые, ну, не именно лично канадские, а которые нам, мешают, да. Это, например, отсутствие наших родственников, которые сюда никогда не приедут, потому что, ну, это практически нереально, это очень дорого, это визы, это проблемы. Ну, то есть вы сами прекрасно понимаете, что это такое. Ну, и некоторые другие минусы, о которых я рассказывала. Но даже несмотря на них, я в Канаде чувствую себя очень безопасно, хорошо. И вы знаете, ну, как-то привыкла. Вот привыкла, когда привыкает человек как к дому, хотя дома у меня нет, и не было. Вот, ну, и не хочется уезжать. Прям аж смотрела сегодня на этот вид на город, и стало очень-очень мне печально, грустно. Короче, не знаю, что мы будем делать на самом деле. Такой у меня очень эмоциональный влог получился сегодня. Ну, в общем, и такое вот состояние в нашей семье пока что непонятное. Будем продлевать work permit, пытаться по всем возможным документам. Я просто к тому, что многим людям не продлевают просто work permit. И они оказываются, можно так сказать, на улице. Они жили много лет в Канаде, они здесь платили налоги, они работали и оказались, можно так сказать, ну, вот выброшенными, потому что им не продлили work permit, там, и для пиара, там, как до луны. В общем, поздравляю всех, кто обосновался в Канаде. Радуйтесь, наслаждайтесь, это прекрасно. Нам до этого еще далеко, и мы будем думать, что делать дальше. Ну, а вы обязательно пишите ваши комментарии. Очень буду рада услышать, что вы об этом всем думаете, о всех этих документах, о том, если переезжать, то куда. У нас вариант Польша, скорее всего, потому что, ну, Польша есть Польша, мы там жили много лет, мы любим Польшу. Как вспоминаю Польшу, у меня аж сердце сжимается, господи. Так люблю эту страну. Ладно, ребятки, спасибо всем большое. До скорого, до нового видео, до скорых встреч. Пока.